Все мы с вами знаем, за что мы любим японские автомобили. Так это оправданная цена, хорошее качество, технологический прогресс. И сегодня моя задача убедиться, подходит под все эти параметры наш японец Honda City. Меня зовут Сердар, и это канал Serdar's Drives Motion. Ну что, поехали! Первое, с чего я хотел бы начать наш сегодняшний ролик, так это поблагодарить компанию Honda за то, что вся новая линейка марок автомобилей Honda получила современный и, самое главное, гармоничный вид. Все части этого автомобиля выглядят как одно целое, и благодаря этому имеет богатый и солидный вид. Давайте начнем с передней части этого автомобиля, и скажу вам, что перед выглядит очень объемно, очень массивно, благодаря своим огромным LED-фарам, сопровождающейся алюминиевой строчкой, на которой держится наш огромнейший значок Honda. И как по мне, я думаю, что с каждой новой моделью значок будет все увеличиваться и увеличиваться. И мне это нравится. Что касается нижней части автомобиля, то в 2020 году пошел тренд на воздухозаборники в простых седанах. И именно в этом случае это очень даже к лицу. Если учесть, что форма бампера заостренная, весь автомобиль выглядит агрессивно и стильно. На этом автомобиле стоят шины Goodyear 185 на 60 с радиусом 15. И как по мне, именно этот размер колес идеально подходит этому автомобилю. Так как у нас передний привод, спереди у нас стоят тормозные диски, а сзади стоят барабаны. И скоро мы проверим, как они работают. Что касается задней части этого автомобиля, то тут у нас все те же огромные объемные фары, которые подчеркиваются алюминиевой строчки, выделяющие нашу Honda City iVTEC. Кстати, на гибридной версии вместо iVTEC стоит значок гибрид. Что касается нижней части автомобиля, то тут представители Honda попытались превратить автомобиль в более спортивный, тем самым вставив фальшивые воздухозаборники, которые не пропускают воздуха, но сдалека выглядит очень даже стильно. Что касается багажного отсека, так снаружи он выглядит очень компактно, но когда его открываешь и смотришь внутри, попадаешь прям в кладовую на колесах, которая вмещает в себя 536 литров. Это очень и очень много. Под капотом нашего автомобиля стоит один из самых надежных двигателей, который называется iVTEC. Объем 1,5 литра, выдающий 108 лошадиных сил при 145 ньютон-метр крутящего момента. Вот мы с вами и в салоне нашей новой Honda City. Начнем с руля. Руль мне очень понравился. Он классный, современный и, самое главное, удобный. Благодаря нижней металлической сеточке и лепестками за рулем руль стал выглядеть более спортивным и более агрессивным. Очень качественные кнопочки переключения громкости и круиз-контроля. Кстати, я никогда не пользовался круиз-контролем и, наверное, не буду. Но кто мог подумать, что в наше время в обычных седанах появится эта функция? Раньше об этом мечтали только водители представительских классов автомобилей. Давайте перейдем к нашей панели приборов. Мне она очень понравилась, очень удобная и, самое главное, очень понятная. Состоит из трех главных окошек. Центральное окошко показывает нам о нашей скорости, с которой мы передвигаемся. Левое окошко показывает нам о количестве оборотов в минуту. А правое окошко состоит из индикатора, составляющего расход топлива и километраж. Кстати, ночью выглядит очень красиво. Вот знаете, смотря на эту панель мультимедиа, мне почему-то кажется, что в один прекрасный момент все производители японских автомобилей просто потеряли какой-либо интерес к улучшению этой системы, потому что все в автомобиле преобразилось, все улучшилось, а мультимедиа, как огромный привет из прошлого,
Кстати, в наше время Kia и Hyundai очень громко стоят и смеются в сторонке. В общем, мне очень понравился дизайн этого салона, начиная от сидений, которые сделаны качественно. Вся обшивка, все детали этого автомобиля выглядят добротно и качественно. Начиная от ручек на двери и заканчивая панель приборов, климат-контроля. Кстати, очень удобная в использовании. И знаете, мне так кажется, что машина не совсем уж дорогая, но ее сделали с любовью и душой. Ну вот мы с вами в задней части автомобиля. Тут очень удобно, очень комфортно. Я ростом 1,75 м. Мне очень комфортно что сверху, что и спереди. Супер. Но если только у вас сидит два человека, если вас трое, то, поверьте мне, поездка будет не такой уж дружелюбной. Тут посередине у нас выдвигается подлокотник, в котором находится два подстаканника. Тут у нас имеется вентиляция. И все. Вроде бы ничего нету, а вроде бы ничего и не надо. Вот и все. Естественно, как и у всех автомобилей, имеются минусы. И вот лично моя рубрика, которая называется «5 минусов Honda City». Поехали! Смотря на эту панель, которая находится в нашем отсеке, она прям зазывает и говорит нам, чтобы мы установили сюда классный, большой сенсорный экран. А вместо этого мы получили маленький дисплей, благодаря которому вся наша панель оказалась голой и пустой. И к тому же на этой панели очень хорошо остаются отпечатки пальцев, и она очень сильно любит пыль. Оставшись на этом автомобиле, я заметил, что здесь нет ни одного отсека, куда бы я мог положить свой телефон. Я не знаю, для чего тут здесь эти две ямочки, но сюда не влезает ни один телефон. 2020 год уже, пора задуматься над этим, Honda. Возможно, вы подумаете, что я обнаглел, но лично мне хотелось бы уже иметь электрические сиденья, а не вот это. Прикуриватели на заднем сидении. Ребята, это давно устарело. Почему нельзя вставить обыкновенные USB-входы? Пора уже этим заняться. Пластмассовые воздухозаборники. Ну раз уже вставили их в автомобиль, так сделайте их настоящими. Вот и все. Подошла к концу наша рубрика из 5 минусов. Хватит времени разговоров. Давайте прокатимся. Вот и все, мои дорогие друзья. Подошел к концу сегодняшний наш день с Honda City. Что я хочу вам сказать. Цена этого автомобиля порядка 21 тысяча долларов. И приобретя этот автомобиль, вы ни копейки не пожалеете. Вы получите шикарный салон, хорошие эмоции, надежный двигатель. В следующем нашем ролике будет долгожданная схватка между Toyota Vios и Honda City. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить. Ставьте лайки. Всех вас люблю. Обнял. Пока.